Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас будет видео, как соединить Android магнитолу с телефоном. Телефон у нас взят тоже на базе Android. Будем мы тут рассказывать не конкретно про какую-то магнитолу, а разберем как можно больше моделей, которые у нас есть. Начнем мы, конечно же, с бюджетных магнитол. Сразу же, что хочу сказать. Обычно на бюджетных магнитолах доступна функция Mirror Link. Mirror Link, она просто показывает то изображение, которое у вас есть на экране телефона, и все, больше она ничего не делает. У вас нет доступа к телефону, вы не можете позвонить, она просто дублирует изображение с телефона. Это называется Mirror Link. Функция эта не совсем полезная, тяжело работает. Есть видео в YouTube, как ее подключить. Мы сегодня будем с вами рассматривать такую функцию, как Android Auto. Android Auto отличается тем, что магнитола может использовать ресурсы, которые есть в телефоне. То есть, если у вас в магнитоле установлен Яндекс.Навигатор, то магнитола будет не свой встроенный навигатор использовать, который здесь, а тот навигатор, который на телефоне. В общем, чтобы долго не объяснять, мы сейчас просто подключим, и я все это покажу. На данный момент у нас бюджетная магнитола, но бюджетных магнитол на процессоре 8227 есть великое множество. Мы будем рассматривать именно магнитолу на платформе 8227L. Jack 10003. Итак, поехали. Android Auto. Как поехали? У тебя тут одной педали не хватает. У нас в автошколе их 3 было. Первое подключение я рекомендую делать именно через шнур. То есть берем наш выход от магнитолы, берем телефон и подключаем через провод. Вот видим, у нас пошла зарядка. На магнитоле экран потух, он чувствует сопряжение. И видим, у нас загораются вот такие вот экранчики. Тут написано «Продолжите настройку на экране автомобиля». Сейчас этот телефон подключается к магнитоле в первый раз. Первый раз. Они пока только друг друга увидели. Телефон разрешил доступ к магнитоле. То есть никаких настроек не потребовалось. Появилась надпись «Добро пожаловать в Android Auto». Android Auto включит Bluetooth и установит соединение с телефоном. Ваши контакты будут синхронизированы с автомобилем, если вы не запретили это. Если у вас состоит запрет передачи контактов по Bluetooth, то они сюда не попадут. Нажимаем «Продолжить». И вот у нас включается рабочий экран приложения Android Auto. Здесь, как видим, у нас экран можно расширять. Вот эта вот иконка отвечает за это. А можно сделать его как будто бы виджет. Здесь вот у нас ВК-музыка подключена. Можно подключить YouTube-музыку. Но для того, чтобы YouTube-музыку подключить, нужно авторизоваться в аккаунте YouTube. Также видим, нам тут же голосовой помощник предлагает активировать через команду «Окей, Google». Вот я сейчас просто произнес, он уже начал работать. «Окей, Google». Позвони в автолось. Сам вызов происходит на данный момент с телефона, а разговор уже будет происходить через динамики и микрофон магнитолы. То есть телефон у вас где-то лежит, он используется для звонков, а разговариваете вы через магнитолу. Вот так примерно это работает. Дальше, тут у нас, видим, сейчас включены Google карты. И вот есть среди приложений Яндекс.Навигатор, мы можем переключиться на него. Переключаемся на Яндекс.Навигатор, он точно так же используется, именно тот, который стоит сейчас на телефоне. Если мы его попытаемся открыть, видите, на телефоне надпись «Вы подключены к Android Auto». То есть, чтобы использовать приложение на телефоне, мы должны нажать вот эту кнопку, но тогда у нас отключится изображение здесь. И точно так же сейчас мы можем строить маршруты. Вот, например, «Окей, Google, поехали в Веер Молл». Вот он нам предлагает, куда поехать. Выбираем. И нажимаем «Поехали». Через 100 метров поверните налево, а затем поверните налево. То есть на данный момент у нас полностью используется и навигация с телефона, и датчики с телефона,
и голос, который мы установили в приложении Яндекс.Навигатор, все используется именно то, что на телефоне. Сама магнитола на данный момент нам предоставляет только вот дисплей. Чтобы завершить маршрут, нажимаем вот этот вот крестик, и маршрут заканчивается. Здесь у нас последние места, которые мы вбивали в поиске. Так, идем дальше. Вот здесь вот у нас иконка для того, чтобы навигатор свернулся вот в такой вот виджет. Здесь у нас сбоку можно прослушивать музыку. Тут доступна музыка из ВК, а если переключим вот так, тут будет доступна музыка из приложения YouTube Music. Также смотрим, у нас тут есть вот такие вот точки. Нажимаем на них и смотрим, какие у нас вообще приложения доступны. То есть тут у нас приложения для навигации, мессенджеры, которые мы используем на телефоне, и приложение для музыки, это YouTube Music и, соответственно, ВКонтакте. То есть обычного плеера здесь нет. Однако мы можем зайти на главную страницу, включить вот здесь музыку и вернуться обратно сюда, и тогда у нас будет играть музыка на магнитоле. Допустим, это какой-то плейлист с флешки у вас будет, либо радио, и можно пользоваться Android Auto. Теперь проговорим про мессенджеры. Давайте сейчас посмотрим, как у нас работает WhatsApp. Сейчас мы отправим на WhatsApp сообщение с нашего рабочего номера и посмотрим, как это будет вообще происходить. Так, вот нам сбулькало сообщение, пришло сверху уведомление от кого и что, и также функции высветились. Если мы ничего не сделали, то сообщение переходит вот сюда. Также смотрим, вот здесь вот у нас информация, что пришло, что есть 4 неотвеченных диалога. Значит, тут у нас появилась кнопка «Прослушать» и кнопка «Ответить». Спасибо большое. Вот ваше сообщение. Спасибо большое. Готовы отправить сообщение? Да? Сообщение отправлено. Оно нам голосом сообщение зачитывает, то, что какая там информация есть. И также можно голосом сообщение отправить. Если мы что-то еще хотим добавить, можно нажать вот на эту кнопку «Ответить». Что написать? Скажите, пожалуйста, когда приедет заказ? Вот ваше сообщение. Скажите, пожалуйста, когда приедет заказ? Готовы отправить сообщение? Отправить. Сообщение отправлено. А если мы нажмем вот сюда, на вот эту кнопку, где 3 непрочитанных диалога, тут у нас появятся диалоги, на которые мы еще не ответили. И точно так же можно прослушать, ответить, прослушать, ответить. Как только мы его закроем, счетчик этот сбрасывается. При этом, если нам нужны какие-то приложения на телефоне, то мы точно так же можем пользоваться телефоном, заходить в него, и нам это соединение не помешает. После того, как устройства подружились, мы можем шнур отключить. Сейчас, вот видим, произошло отключение устройства. И для того, чтобы они уже просто дружили без провода, нам нужно снова зайти в приложение Android Auto и просто включить и выключить Bluetooth. Вот смотрим, у нас появилась надпись Bluetooth подключен, и сейчас начнется процесс соединения. Процесс соединения пошел. И также мы должны понимать, что скорость передачи данных по Bluetooth, она немного ниже, чем скорость передачи данных по проводам. Но по сути, вот он сейчас без проводов и работает точно так же. Окей, Google. Скажи, сколько время? Точное время 12 часов 21 минута. Вот, пожалуйста, вот так вот он работает. Android Auto. Сначала подключаем по проводу, познакомили их, потом можно пользоваться без провода. Музыка, если нам нужна, заходим, включаем, возвращаемся обратно. Вот в принципе все основные функции, которые я хотел показать. Сейчас с бюджетными магнитолами мы разобрались и перейдем к другим магнитолам. Итак, следующая на очереди у нас магнитола Topway. Сразу можем заметить разницу между IPS дисплеем и QLED дисплеем. Для того, чтобы подружить наше устройство, нам нужно зайти сюда, и здесь у нас есть вот такое вот приложение T-Link. Если на бюджетной магнитоле у нас было 2 приложения, одно для Android Auto установлено, другое называется CarLink для
подключения айфонов, то тут у нас одно приложение можно использовать и для CarPlay, для айфонов, и для Android Auto. Вот оно как раз нам об этом говорит. Оно нам предлагает соединить телефон шнуром, либо соединить по Bluetooth. Я всегда рекомендую знакомить их сначала через провод. Для этого подключаем их через шнур и видим, тут у нас идет сопряжение. И все, через провод, вот она быстро все настроила, подключила. Тут у нас Яндекс.Навигатор. Точно такой же интерфейс, как у прошлого приложения. Но если мы тут вызовем вот эту вот менюшку с приложениями, то сам навигатор у нас не сворачивается полностью, он перемещается вот сюда. И тут мы уже можем выбирать приложение, которое нам нужно. Строит он маршрут точно так же. Вот давайте проверим. Окей, Google. Поехали в VR Mall. Выбираю маршрут. Вот он нам предлагает маршрут. Выбираем. Жмем «Поехали». А затем поверните направо. Вот в принципе все точно так же. Также он может позвонить. Окей, Google. Позвони в автолось. Хорошо. Звоню контакту автолог. Точно так же он подключается к телефону. Сначала гудок идет через телефон, а после соединения разговор идет через динамики и микрофон. Это сделали. Вообще ничем приложение не отличается. То есть вот у нас тут точно такой же счетчик сообщений. Точно так же прослушать, ответить. Ничего нового, за исключением того, что сам навигатор не пропадает, а он перемещается туда-сюда. И скорость работы тут, конечно, быстрее, чем на бюджетной магнитоле. Опять же, это зависит от модуля передачи данных. Дальше отключаем провод. Тут же соединение сбросилось. Нам нужно сделать сопряжение именно с телефона сейчас. Заходим в настройки Bluetooth. Я показываю на этом устройстве, но принцип у всех одинаковый. На своем устройстве вы можете сделать точно так же, независимо от того, какие у вас настройки. Вот появилось устройство Top Aria. Нажимаем на него, сейчас происходит сопряжение. Вот высветился код, нажимаем подключить. И смотрим, уже пошло соединение. Так, подключение установлено. И вот у нас, видим, активировался значок. Все, можем точно так же пользоваться. Окей, Google. Сколько время? 12 часов 44 минуты. Все. Ну и еще, если мы авторизуемся в YouTube музыке, можно просить включить какой-то трек. YouTube музыка у нас в фоновом режиме не работает, но так как она здесь в виджете, она будет включать такой трек, который вам нужен. Сейчас, если мы попросим включить какую-либо музыку, он скажет, что нужно авторизоваться в YouTube музыке. В принципе, все. Все работает точно так же, только я говорю, что сам навигатор он не сворачивается, а перемещается туда, либо сюда, и его постоянно видно. Так, теперь у нас на очереди магнитола на платформе Fit, из-за которой, в общем-то, и начался весь сыр-бор со съемками этого видео. Сейчас коротко расскажем почему. Значит, смотрите, тут у нас для соединения с телефоном используется вот такое вот приложение CarLink. Оно тоже используется как для айфонов, так и для андроидов одинаково. Мы сейчас подключим шнур. Тут у нас также всплывает разрешение. Разрешаем. Вот всплывает черный экран, и дальше этого момента оно не идет. Ну, немного поколупавшись с разработчиками, мы поняли, что все дело в обновлении самого приложения CarLink. То есть его версия немножко устарела, и в его базе не хватает протоколов для соединения с некоторыми телефонами. Сейчас мы покажем вам, что делать, если у вас точно так же не соединяется. Значит, заходим в программу App Store. Здесь у нас есть приложения, которые можно обновить. Вот у нас для CAN-буса есть обновление, если у вас протоколов не хватает. Для лаунчеров есть обновление. И смотрим, вот наш CarLink. Мы нажимаем Update. Делаем установить. Приложение установлено. Все, нажимаем открыть.
И сразу же после этого у нас начинает работать Android Auto. Тут есть один нюанс. Не у всех на Android магнитоле есть вот такое приложение App Store. Под этим видео я оставлю ссылку на то, чтобы вы его смогли скачать. Если вдруг у вас его тоже нет, а что-то, какое-то приложение не работает из тех, которые мы здесь показали, тогда вы сможете его себе скачать и уже через него обновлять то, что вам нужно. Android Auto тут точно так же у нас заработал. Давайте попробуем. Окей, Google. Позвони в Автолось. Хорошо. Звоню контакту Автолось. Точно так же всплывает здесь вот виджет. Если мы в этом экране находимся, то виджета нет. Делаем сюда, виджет появляется. В принципе, все. То есть, по большому счету, что я хотел показать? Во-первых, то, что приложение Android Auto на всех устройствах оно используется одинаково. Что на платформе TopWay, что на платформе Fit, что на бюджетной платформе Fit. Везде используется одно и то же приложение Android Auto. Просто если в первый раз мы смотрели магнитолу, что была поменьше, здесь не было места для виджета. А на этих магнитолах, которые 9-дюймовые, у них навигатор всегда на экране. И что бы вы ни делали, он всегда остается либо здесь, либо здесь. Ну и если мы отключим провод, подключимся по Bluetooth к устройству, точно так же оно будет работать. Принцип работы этого приложения на всех устройствах одинаковый. И самое главное, мы показали, как решать вопрос, если у вас вдруг Android Auto не коннектится с телефоном. А теперь немножко внимания. Я вам сейчас показываю ту платформу, которая у нас на сегодняшний день на витрине нет. Это, можно сказать, ее первый обзор. Более подробный обзор мы выложим чуть позже. Здесь у нас представлены производители нового программного обеспечения. Это не TopWay и не Fit. В связи с тем, что платформа новая, она будет стоить дешевле, чем эти обе платформы. Сейчас мы только начали вести переговоры с этими поставщиками. В целом получили устройство тестовое. Результаты все мы покажем в обзоре. Конкретно вот эта вот модель. Это у нас премиум сегмент. Всю начинку мы ее покажем чуть позже. И покажем, как она у нас сопрягается с телефоном. Просто раз уж начали ролик снимать на эту тему, заранее все и покажем, как она работает. Здесь у нас The-Link, по примеру, платформы TopWay. Тоже, как видим, подключилась она сразу. Проблем никаких не возникло. Приложение The-Link работает очень хорошо. Все, в принципе, точно такое же. Окей, Google. Позвони в Автолось. Окей. Звоню контакту Автолось. В общем, все работает точно так же. Точно так же есть сообщение. Можно ответить. Что написать? Привет, сейчас посмотрю и отвечу. Вот ваше сообщение. Привет, сейчас посмотрю и отвечу. Готовы отправить сообщение? Отправить. Сообщение отправлено. Все, пожалуйста. Платформа, повторюсь еще раз, новая. Довольно-таки хорошая, ничуть она не уступает. И даже где-то они чуть-чуть постарались перепрыгнуть эти две платформы. И так как она неизвестная, они дают на нее на сегодняшний день очень хорошую цену. Есть, конечно, нюансы с переводом, надо поработать, но это мы покажем уже чуть позже. Сейчас видео не об этом. Ну что, тут в принципе все понятно. На всех устройствах Android Auto работает одинаково, функции у него везде одинаковые. Моя задача была показать, как подключать и как использовать, как устранить неисправности, если они вдруг возникли. В целом думаю, что углубляться куда-то здесь не стоит, каждый может подключить, каждый может проверить. А все такие программы, к которым подключается телефон и просто используется изображение с телефона, то есть просто вы пользуетесь телефоном и здесь дублируется его изображение. Такие программы я даже не рассматриваю, потому что я вообще не понимаю, для чего оно нужно. Если тут мы конкретно видим какой-то смысл, то есть магнитола использует ресурсы телефона, использует контакты, можно управлять голосом, управляя телефоном даже без проводов, то есть просто телефон подключили по Bluetooth и разговариваем с магнитолой, она управляет телефоном. То в случае MirrorLink, когда просто у вас дублируется изображение с телефона, я его не понимаю, вам все равно нужно брать в руки телефон,
управлять приложениями с телефона, а тут просто будет показываться, что тут происходит. То есть такое приложение я не понимаю, и поэтому я его даже в обзоре делать не стал. Про такие приложения есть уже много роликов на YouTube, как подключать, поэтому, пожалуйста, смотрите их. Подключение к айфонам, я, к сожалению, сейчас не имею наличия айфона, чтобы показать, но подключение к айфонам происходит через эти же приложения по такому же принципу. На этом у меня все. Всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь, ждите обзор на новую платформу. Всем пока!